I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Пресса называла 26-летнюю Сьюзан Райт «голубоглазым мясником». Эта женщина жестоко расправилась с привязанным к кровати мужем, нанеся ему 193 удара ножом. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что почти все ранения, кроме одного, пробившего череп, не были смертельными, а значит, большую часть времени мужчина оставался жив и все чувствовал. На суде обвинение рисовало Сьюзан в образе коварной жены, которая соблазнила мужа, связала его и жестоко убила в надежде получить выплаты по страхованию в размере $200 тысяч. Защита же убеждала, что женщина все годы брака страдала от физического и эмоционального насилия со стороны мужа и убила его, чтобы защитить себя и двоих маленьких детей. Знакомство Сьюзан и Джеффа. Сьюзан Люсиль Уич родилась 24 апреля 1976 года в Хьюстоне, штат Техас. В 18 лет, окончив школу, девушка 2 месяца проработала танцовщицей топлес в Gold Cup. Довольно скоро это занятие ей наскучило, и она, используя заработанные деньги, поступила в местный колледж на курсы обучения медсестер. Параллельно Сьюзан подрабатывала в парикмахерской. По словам девушки, учеба давалась ей тяжело, и денег на оплату курсов не хватало, поэтому она бросила занятия. В 1997 году 21-летняя Сьюзан работала официанткой в Галвестоне, где познакомилась с Джеффом Райтом, который был старше ее на 8 лет. «Он звонил по 2 или 3 раза в день», — вспоминала Сьюзан. «Когда он встречался со мной, то приносил цветы, небольшие подарки и прочее. Он был очень милым. Он хотел дом, семью и собаку, и это казалось просто замечательным». Джефф провел свою молодость, устраивая вечеринки с друзьями, употребляя кокаин и алкоголь, однако по мере приближения 30-летия он все чаще задумывался о том, чтобы обзавестись женой и детьми. После того, как мужчина встретил Сьюзан, он понял, что она та самая. И тем не менее, пока девушка не объявила о своей беременности, он не делал решительного шага. Осенью 1998 года, незадолго до рождения сына, пара поженилась. Проблемы в браке. После того, как у Райтов родился сын Брэдли, они купили дом на Берри-3 Драйв в районе Уайт-Оукс в Хьюстоне. Джефф работал, а Сьюзан заботилась о ребенке, занималась домом и участком. Вскоре она снова забеременела, и у пары родилась дочь. «Затем все изменилось», — говорила Сьюзан. «Дом был полностью моей заботой, и нужно было, чтобы все было идеальным. Брэдли должен был всегда быть чистым и тихим, дом должен быть безупречно чистым, и все белье идеально выстиранным, а еда вкусной. Это было довольно сложно». Сестра женщины, Синди, вспоминала, она описала себя как красивую обертку. Ее работа заключалась в том, чтобы снаружи все выглядело отлично, но никто не задавался вопросом, как оно внутри. Спустя 4 года после свадьбы Джефф не проводил с приятелями так много времени, как до этого, но по-прежнему продолжал регулярно употреблять наркотики, что было проблемой для его семьи. Сьюзан ненавидела, когда мужчина был под кайфом, потому что он был очень агрессивен в этом состоянии по отношению к ней и детям. Позже женщина рассказывала, что в ярости муж неоднократно пинал ее, бил кулаками, отвешивал пощечины. По всей видимости, полагая, что имеет право поступать, как ему заблагорассудится, Джефф раздражался, когда Сьюзан придиралась к нему по поводу его поведения. В конце концов, она знала, что он употребляет наркотики, когда выходила за него замуж. Почему он должен останавливаться сейчас? Сьюзан устала, ее терпение иссякло. Она любила мужа и не хотела развода, но этот кошмар должен был закончиться. Роковая ночь. Вечером 13 января 2003 года Джефф снова пришел домой под действием кокаина. Когда он играл с сыном, устраивая шуточную драку, он слишком сильно ударил ребенка по лицу. Мальчик заплакал, и Джефф был уверен, что вот-вот прозвучит очередная лекция жены. Он был рад, когда понял, что Сьюзан, кажется, не заметила этого инцидента. Мужчина расслабился и откинулся на спинку дивана, чтобы насладиться ощущениями от наркотического опьянения.
Сьюзан в это время пошла укладывать детей спать, и Джефф удивился, когда очнулся и увидел супругу, стоящую в дверях спальни в одном шелковом халате. Ей не нужно было говорить ни слова, чтобы мужчина выключил телевизор и встал с дивана. Войдя в спальню, Джефф заметил, что в комнате горят свечи и звучит тихая музыка. Пара начала целоваться и раздеваться. Сьюзан предложила мужу лечь на кровать, и тот согласился. Она медленно и томно стала привязывать его руки и ноги к кровати галстуками. Как только Джефф оказался связанным, Сьюзан перешла к осуществлению задуманного плана. Она взяла одну из свечей и, поцеловав грудь мужа, вылила воск. Джефф вскрикнул и попытался освободиться, но у него ничего не получилось. После этого мужчина почувствовал ужасную боль в паху. В тусклом свете свечей он пытался разглядеть, что происходит. Его жена вытянула перед собой одну руку, держа в ней нож. Джефф понял, что Сьюзан вонзила лезвие в пах. Он отчаянно пытался понять, как ему сбежать и попасть в больницу, когда Сьюзан внезапно занесла руку над его головой. Она тряслась от ярости. Мужчина из последних сил попытался вырваться, но жена снова и снова наносила удары по всему его телу. Рыдая, Сьюзан перечисляла все обиды, которые ей и детям нанес Джефф. Вид крови и страданий, кажется, воодушевлял ее, и она все продолжала колоть мужа. Джефф уже был мертв какое-то время, прежде чем женщина, наконец исчерпав свою ярость, уронила окровавленный нож на кровать рядом с трупом и сползла на пол. Попытка скрыть преступление. Сьюзан некоторое время просидела на полу, осознавая, что совершила. Однако вскоре она поняла, что пришло время заняться делом. Нужно было придумать что-то, чтобы не попасть за решетку. Собравшись с духом, женщина включила свет в спальне. Она ожидала, что в комнате будет грязно, но не была готова к тому, что увидела. Кровь была повсюду, на полу, стенах, потолке, мебели. Сначала Сьюзан запаниковала, но затем взяла себя в руки и пошла в душ. После чего она позвонила родителям мужа, живущим в 150 милях, в Остине. Сьюзан плакала, рассказывая, как накануне вечером Джефф вернулся с занятий по боксу в ярости. Она сообщила, что он выместил свой гнев на ней и Брэдли. Рой и Кейт Райт были потрясены и попросили позвать их сына к телефону. Сьюзан ответила, что не может этого сделать, потому что после случившегося супруг выбежал из дома, и она не знает, куда он направился. Однако она была уверена, что Джефф оставил ее навсегда. Когда Райты спросили, что заставило их сына вести себя так, женщина ответила, что это были наркотики. Сьюзан рассказала им о кокаине, марихуане и долгах Джеффа, которые он накопил из-за своего пристрастия к запрещенным веществам. Разговор продлился чуть больше часа. Когда Сьюзан повесила трубку, она поняла, что у нее еще много дел. Тело мужа до сих пор лежало в залитой кровью спальне. Накануне Джефф выкопал во внутреннем дворике яму, в которой планировал установить фонтан. Сьюзан решила спрятать труп там. Она схватила тело мужа за лодыжки и перебросила его в тележку, протащила через весь дом, выволокла на улицу и столкнула в яму. У Сьюзан возникли некоторые проблемы с тем, чтобы закопать тело. Трупное окоченение уже началось. Когда у нее, наконец, получилось полностью затолкать Джеффа в могилу, она стала засыпать его землей. В этот момент наступил рассвет. Вернувшись в дом, Сьюзан приступила к уборке. Она смыла следы крови, ведущие из спальни во внутренний дворик, сняла постельное белье и сложила его в мусорный мешок. Пропитанный кровью матрас женщина перетащила на задний двор, решив, что позже придумает, как от него избавиться. Затем Сьюзан разбудила детей и съездила с ними в хозяйственный магазин, где приобрела пару десятков литров отбеливателя. Остаток дня женщина провела, уничтожая следы преступления. Закончив, она оглядела спальню. Не считая огромного пятна от отбеливателя на ковре, наличие которого ей еще предстояло придумать, как объяснить, все выглядело нормально. По крайней мере, ей так казалось. Последняя капля. После разговора с невесткой родители Джеффа провели бессонную ночь в ожидании звонка или визита сына, однако никаких вестей от него не было. Полдень следующего дня они решили перезвонить Сьюзан и спросили, вернулся ли их сын. Женщина ответила, что он приходил, чтобы забрать вещи, и они снова поскандалили. По словам Сьюзан, Джефф был так зол, что взял бутылку отбеливателя и вылил ее целиком на ковер в спальне и ее одежду. Эта история озадачила Райтов, и теперь им еще больше хотелось поговорить со своим сыном. Однако Сьюзан сказала, что муж забыл свой мобильный дома. В течение нескольких следующих дней в дом семьи Райт звонили начальник Джеффа и их сосед.
Обоим мужчинам Сьюзен рассказала ту же историю, что и родителям мужа. Пока работодатель пропавшего мужчины размышлял, что ему делать с невыходящим на работу сотрудником, сосед посоветовал Сьюзен подать заявление о жестоком обращении в полицию. Исчезновение Джеффа заметили и другие знакомые. Сьюзен поняла, что время на исходе. На многочисленные вопросы людей отвечать становится все труднее, а вскоре наверняка кто-то придет к ним домой, например, родители Джеффа. Ей нужно было сделать что-то, чтобы вернуть ситуацию под контроль. 15 января 2003 года Сьюзен вошла в 4-й участок офиса полиции округа Харрис и заявила, что ей нужна помощь. Она хотела подать заявление о домашнем насилии и возбудить уголовное дело против своего мужа. Женщина рассказала офицеру, что 13 января Джефф напал на ее сына, а затем и на нее. На ладонях Сьюзен были синяки и порезы, которые, по ее словам, были нанесены ключами мужа, когда тот схватил ее, выкрутил ей руки и толкнул к стене. Когда полицейский спросил Сьюзен, где сейчас находится Джефф, она ответила, что не знает. Якобы в последний раз она видела его в понедельник вечером, после нападения, когда он, уходя, произнес «К черту этот дом, я устал от тебя и детей». Сьюзен рассказала офицеру, что боится того, что может произойти, когда муж вернется и обнаружит, что она сообщила об этом инциденте в полицию. Ей и детям был выдан оградительный ордер, а Джеффу было запрещено приближаться к своей семье. К этому моменту Сьюзен была на грани срыва из-за нарастающего давления. Люди все продолжали звонить и интересоваться ее мужем, и она часто не могла придумать правдоподобного ответа. Такая ситуация очень тяготила, ей очень хотелось, чтобы все оставили ее в покое. Последней каплей, выведшей ее из равновесия, стала их маленькая собака. Когда Сьюзен выглянула во внутренний дворик, она увидела, что питомец разрыл тонкий слой грунта, скрывающий тело Джеффа. Затылок и рука мужчины показались из-под земли. Но и это было не самым ужасным. Часть руки собака отгрызла, и теперь фрагмент тела лежал во дворе. Сьюзен поняла, что больше не выдерживает. Она посадила детей в машину и поехала в дом своей матери, Сью Уич, находящийся в нескольких милях. Там женщина рассказала матери о запретительном приказе уборки в доме и своих опасениях, что Джефф вернется и убьет ее. Сью посмотрела на нее и спросила: «Сьюзен, ты убила Джеффа?» Слегка кивнув головой, та наклонилась вперед и положила голову на стол. Она сказала, что убила мужа в понедельник вечером и что сделала это ножом, что это произошло в спальне, а дети были в своих постелях. На вопрос матери, где Джефф теперь, дочь ответила: «Он в яме, которую он выкопал». Затем она произнесла: «Мама, это была не я. Я там была и видела, как кто-то сделал это. Но это была не я». Признание. По совету матери Сьюзен отправила детей к своей сестре Синди. 18 января она позвонила адвокату Нилу Дэвису и призналась во всем. «Казалось, она совершенно оторвалась от реальности», — вспоминал Дэвис, потому что она, похоже, думала, что ее муж все еще жив. Адвокат поместил клиентку в психиатрическое отделение больницы и связался с окружной прокуратурой. «Все, что я сделал, это записал адрес на обратной стороне визитной карточки», — говорил он. «Я сказал, что по этому адресу лежит труп и что больше я ничего не хочу добавить». Хотя Сьюзен считала, что полностью избавилась от всех следов убийства, при обыске в спальне было обнаружено множество следов крови. 24 января 2003 года женщина сдалась в полицию, а суд над ней начался 24 февраля следующего года. Первый процесс. Обвинение утверждало, что подсудимая планировала убийство мужа. Когда тот вернулся домой после занятий боксом, она соблазнила его и в рамках сексуальной игры привязала к кровати с помощью галстуков и пояса от халата. Прокурор напомнила, что на бедре и мошонке убитого были обнаружены следы свечного воска. По версии обвинения, когда жертва была надежно привязана, Сьюзен принесла в спальню 2 ножа и зарезала его. Мужчине наносились ножевые ранения в ходе продолжительного и жестокого нападения. Прокурор обратил внимание присяжных и на характер ранений. Если бы женщина находилась сбоку от Джеффа и защищалась, как она утверждала, а не сидела бы верхом на беспомощном мужчине, то раны располагались бы иначе. Судебно-медицинский эксперт дал показания и сообщил, что на заднем дворе дома семьи Райт он увидел обнаженное тело, частично прикрытое землей. Эксперт показал, что на каждом из запястий трупа и на одной лодыжке были завязаны галстуки, а вокруг правой лодыжки был повязан пояс халата.
Судмедэксперт показал, что на теле жертвы было около 200 ножевых ранений. Эксперт перечислил травмы. 41 удар ножом в лицо, 23 в шею, 46 в область груди, 22 в живот, 7 в лобковую область, включая поверхностный порез на гениталиях, 19 ран было на ногах, 23 на руках и кистях, 1 рана в области спины. За исключением травмы черепа, ни одна из колотых ран в отдельности не могла привести к немедленной смерти. Один из 2 ножей, которыми пользовалась женщина во время нападения на мужа, она вонзила ему в череп с такой силой, что часть лезвия обломилась, оставшись внутри. Сьюзен выступила перед присяжными и заявила, что убила Джеффа в целях самообороны. Она рассказала, что муж в тот вечер хотел, чтобы их 4-летний сын занялся боксом, а когда малыш отказался, мужчина ударил его в лицо. По словам подсудимой, после этого Джефф пошел в душ, а затем вернулся в спальню, обернутый в полотенце. В этот момент она якобы сказала супругу, что ему нужна помощь, чтобы справиться с наркотиками и гневом. Она призналась, что больше не может. Джеффа это разозлило. Потом, по ее словам, он бросил ее на пол, ударил ногой и изнасиловал. А когда Сьюзен открыла глаза, то увидела в его правой руке нож и услышала крик «Умри, сука!». Женщина попыталась схватить нож, и тогда Джефф ударил ее по колену, в результате чего ее нога якобы дернулась, ударив мужа в пах. Он выпустил нож, и Сьюзен забрала его. Она оттолкнула мужчину от себя и ударила его этим ножом в шею. По словам подсудимой, муж пытался забрать у нее оружие, и ей пришлось ударить его в грудь. Сьюзен плакала, выступая перед присяжными, когда говорила о своем душевном состоянии во время убийства. «Я не могла перестать ему наносить удары ножом. Я не могла остановиться. Я знала, что как только я остановлюсь, он выхватит нож и убьет меня. Я не хотела умирать». Также она сказала, что после многих лет физического и эмоционального насилия наконец решила дать отпор. По ее словам, после убийства она просидела всю ночь с ножом в руках, следя за трупом, потому что опасалась, что муж воскреснет из мертвых и придет за ней. В какой-то момент в дверь спальни постучал их сын, и это заставило женщину остановиться. Она привязала правую руку Джеффа к кровати и ушла укладывать мальчика спать. Сьюзен сказала, что, вернувшись в спальню, продолжила колоть мужа, но утверждала, что действовала из страха. Через некоторое время она решила переместить тело Джеффа, и когда пыталась его перетащить, голова и плечо мужа ударились о тумбочку, а свеча, стоявшая на ней, упала на тело мужчины. Наличие галстуков и пояса от халата на руках и ногах Сьюзен объяснила тем, что привязала с их помощью труп к тележке, когда пыталась перетащить его из спальни на улицу. Защита вызвала для дачи показаний ряд свидетелей. Они сообщили, что в прошлом видели обвиняемую с синяком под глазом и на лбу, а сестра Сьюзен показала, что неоднократно наблюдала травмы на ее теле. Также она рассказала суду о том, что Джефф выделял жене $75 в неделю, и Сьюзен обязана была вести на эту сумму хозяйство и следить, чтобы дом выглядел безупречно. Если она не справлялась, муж избивал ее. Родственники Сьюзен сообщили, что, по их мнению, в дни, прошедшие с момента убийства Джеффа до обнаружения его трупа, женщина действительно боялась, что муж причинит ей вред. Прокурор Келли Сиглер высказала другую версию, заявив, что слезы подсудимой фальшивые, что Райт убила своего мужа, чтобы заполучить $200 000 по его страховке. Помощник окружного прокурора Джон Джордан утверждал, что Сьюзен не была избитой женщиной. Это был развод посредством убийства. Обвинение использовало прошлое мисс Райт, напомнив, что она была танцовщицей топлес, чтобы представить обвиняемую алчной и меркантильной женщиной. Обвинение пригласило свидетелей, которые сказали, что на заднем дворе был найден пропитанный кровью матрас. В спальне супругов пол, стены, потолок и мебель были в следах крови. Часть ковра и ковровой подложки были вырезаны и сняты. Полиция также нашла и квитанцию на приобретение отбеливателя и пустые бутылки из-под него, джинсы размера 6 и полотенца со следами от чистящих средств. Прокурор Келли Сиглер высмеяла утверждение защиты о том, что Райт после убийства пребывала в шоке и дезориентации. По ее словам, отбеливатель был приобретен только для того, чтобы скрыть следы преступления, а не из-за страха, что мертвый муж рассердится из-за беспорядка. В моменты ясности на неделе тумана, как их назвала Сиглер, Сьюзен не только удалила имя мужа из приветственного сообщения на их семейном автоответчике,
но и опустошила их общий счет. Прокурор утверждала, что подсудимая пошла к своей семье и призналась в убийстве только тогда, когда поняла, что она не справляется, у нее серьезные проблемы, и ей нужен дорогостоящий адвокат. Мать убитого тоже дала показания. Она рассказала суду, что разговаривала с сыном вечером перед его убийством, когда тот ехал с занятий по боксу. Позже, в тот же вечер, ей позвонила Сьюзан и сообщила, что муж вернулся домой в состоянии наркотического опьянения и ударил их маленького сына. Миссис Райт сказала, что Сьюзан призналась ей, что просила мужа уйти из дома, и тот ушел. Выступили свидетели, которые показали, что за несколько дней до обнаружения трупа Сьюзан записалась на прием к врачу, чтобы обработать порезы на руке. Многим обвиняемая говорила, что Джефф ушел. Однако версия событий женщины менялась в зависимости от того, с кем она разговаривала. Так, одним людям она сообщала, что порезы нанесены ключами Джеффа, а другим, что это следы ногтей мужчины. Отчеты токсикологической экспертизы подтвердили слова подсудимой. В крови Райта были обнаружены алкоголь, кокаин и гамма-оксимасляная кислота – психоактивное вещество, которое содержится в препаратах для улучшения спортивных результатов, а также в препаратах, которые используют как наркотик для изнасилования, делая человека уязвимым перед сексуальным нападением. Чтобы продемонстрировать присяжным, насколько долгим было преступление, настоящую кровать супругов Райт принесли в зал суда, и обвинение воспроизвело весь процесс убийства. Окружной прокурор Сиглер буквально оседлала помощника прокурора и имитировала 193 удара ножом. В это время обвиняемая сидела в нескольких футах и плакала. Эту драматическую сцену нелегко было забыть всем, кто стал ее свидетелем. Во время заключительного слова Сиглер назвала Сьюзан очевидной, не вызывающей никаких сомнений, пойманной с поличным, подтвержденной и задокументированной лгуньей. Адвокат обвиняемой Нил Дэвис говорил о Сьюзан как о физической и психологической боксерской груше Джеффа. Присяжным потребовалось всего 5,5 часов обсуждения, чтобы признать Райт виновной. Обвинение запрашивало 45 лет лишения свободы, но женщину приговорили к 25 годам. Неожиданный поворот и второе слушание. В 2005 году появилось новое свидетельство в пользу Сьюзан. Мисти Макмайкл, жена хоккеиста и чемпиона Суперкубка НХЛ Стива Макмайкла, рассказала о насилии и жестоком обращении, которым она подверглась, когда в течение 4 лет была невестой Джеффа Райта. Женщина сообщила, что на протяжении всего этого времени мужчина оскорблял ее. Однажды он столкнул ее с лестницы, а в другой раз Райта обвинили в нападении на Мисти после того, как он порезал ее осколком стекла в баре. Она не стала подавать заявление, потому что боялась, что он расправится с ней после того, как отсидит. Окружной судья Джим Уоллес, председательствовавший на суде над Райт, в итоге установил, что, хотя Сьюзан бесспорно убила мужа, существовало множество смягчающих обстоятельств, не представленных на стадии рассмотрения дела, которые рисовали совершенно иную картину ее моральной виновности. Он назначил повторное слушание. В 2010 году Сьюзан, находясь в тюрьме, рассказала в интервью, что она терпела проблемные отношения так долго, потому что у ее отца тоже был вспыльчивый характер. Мы делали все возможное, чтобы он улыбался, чтобы все выглядело нормальным. Когда отец злился, мы старались стать незаметными. Я думала, такое происходит в каждой семье. Если бы вы сказали мне, что каждый муж не кричит на свою жену и не заставляет ее чувствовать себя хуже грязи, я бы вам не поверила. Ее сестра подтвердила эти слова. На втором процессе примечательными станут слова адвоката Томми Лафона, который сказал: «Нельзя нанести кому-то 193 удара ножом без причины. Это результат сдерживания в течение многих лет разочарования и гнева, вызванных оскорблениями и террором». Лафон утверждал, что действия Райт можно представить как самооборону в мучительном браке с наркозависимым и жестоким мужчиной. Суд выслушал показания доктора Брауна, психиатра. Тот обследовал Сьюзан по просьбе адвоката. Браун заявил, что женщина находилась в депрессии, была отстранена от реальности, параноидально напугана мыслями, что муж вернется и причинит ей вред. Он считал, что мисс Райт страдала посттравматическим стрессовым расстройством. Доктор Браун определил Сьюзан как женщину, подвергавшуюся насилию. В продолжение этой линии защиты адвокат вызвал еще 2 свидетелей-экспертов. Первый сообщил, что Сьюзан, по всей видимости, страдала от эмоционального насилия, запугивания, угроз финансовых проблем,
оскорблений и изоляции от родственников. Виной всему этому был Джефф. Оба эксперта заявили, что, по их мнению, самое опасное время в жизни женщины, подвергавшейся насилию, период, когда она пытается уйти от жестокого супруга. Отвечая на вопрос о жестоком супруге, который спал во время нападения, эксперт подтвердил, что даже в таком состоянии его можно было рассматривать как непосредственную угрозу для женщины. Но прокурору было чем возразить. Он заявил, что Джеффри Райт не был идеальным мужем и ранее злоупотреблял наркотиками, но и Сьюзен была не избитой женщиной, а разозленной женой. Рон Райт-младший, брат убитого, выступил с заявлением от семьи пострадавших. «Мой брат был добрым и заботливым человеком, который любил жизнь. Его здесь нет, он не может защитить себя, поэтому здесь я. Наследием Джеффа станут двое его детей, которых мы с женой имеем честь растить. Что касается Сьюзен Райт, я видел ее слезы, и за прошедшие 7 лет с момента убийства я понимаю, что это не слезы раскаяния, это не слезы понимания того, что она сделала со своими детьми, ведь она оставила их без родителей. Я вижу, что это эгоистичные слезы, это переживание из-за того, что ей придется отправиться в тюрьму». Мужчина отметил, что последними словами Джеффа, сказанными семье, были «Я люблю тебя, мама». Он добавил: «Семья Райт приговорена к пожизненному заключению, и я думаю, что ты, Сьюзен, слишком легко отделалась». 10 ноября 2010 года приговор был пересмотрен и сокращен на 5 лет. После вынесения приговора Сьюзен извинилась перед родственниками мужа. «Я просто хочу, чтобы вы знали, что мне очень жаль. Мне действительно очень жаль. Я сожалею, что его здесь нет. Я сожалею, что у вас нет вашего сына, вашего брата, вашего зятя. Мне жаль, что у детей нет отца. Мне жаль, что его здесь нет». Сьюзен после сокращения срока смогла подать прошение на условно-досрочное освобождение в феврале 2014 года. Ей было отказано. Еще один отказ она получила и 24 июля 2017 года. Выход на свободу. Прошение об условно-досрочном освобождении было удовлетворено в июле 2020 года, и уже 30 декабря Сьюзен Райт оказалась на свободе после 16 лет заключения. На тот момент ей было 44 года. Накануне этого события семья женщины опубликовала текстовое сообщение. «Мы полагаем, она выплатила свой долг обществу и заслуживает второго шанса». Окруженная репортерами женщина очень эмоционально произнесла: «Не делайте этого с моей семьей, пожалуйста. Даже если вы делаете это со мной, не делайте этого с моей семьей. Пожалуйста, остановитесь, имейте сердце. Мне просто хотелось бы конфиденциальности. Пожалуйста, уважайте это». Адвокат женщины Брайан Вайс рассказал журналистам: «Почти все в Хьюстоне считали Сьюзен Райт чудовищем. Все считали, что она некая реинкарнация героини Шерон Стоун из первой части «Основного инстинкта». Была только одна проблема – все ошибались». Департамент уголовного правосудия Техаса заявил, что условия досрочного освобождения Райт означают, что ей необходимо записаться на консультации и пройти обучение по контролю над гневом, получить оплачиваемую работу, оставаться на территории штата и носить устройство GPS-слежения. Брэдли и Кейли, дети Райтов, после ареста их матери, были усыновлены братом Джеффа, Рональдом. На слушаниях по пересмотру приговора Сьюзен говорила, что надеется, что ее освобождение из тюрьмы позволит ей вернуть своих детей. По состоянию на октябрь 2023 года Сьюзен соблюдала все условия условно-досрочного освобождения. Никакой информации о ее местонахождении, семейном положении или других важных аспектах жизни после заключения нет. Достоверно неизвестно, был ли Джефф Райт психопатом, но многие перечисленные его женой и бывшей невестой особенности поведения указывают на это. Термин «психопат» используется для описания бессердечного, бесчувственного и морально испорченного человека, хотя психопатия и не считается официальным диагнозом в клинических и юридических целях. Это определение применяют для обозначения человека эгоцентричного, асоциального, лишенного раскаяния и сочувствия к другим, часто имеющего криминальные наклонности. Признаками психопатии считаются поверхностное очарование. На первый взгляд человек кажется симпатичным, он может быть хорошим собеседником и иметь чувство юмора и харизму. Патологическая ложь. Психопаты часто лгут, чтобы хорошо выглядеть в глазах окружающих и избежать неприятностей. Они также лгут, чтобы скрыть свою предыдущую ложь. Потребность в вызывании эмоций в других. Психопаты получают удовольствие, когда нарушают правила, когда им сходят с рук мелкие проступки.
Некоторые любят ощущение, что их могут поймать в любой момент. Завышенная самооценка. Психопаты считают себя вправе жить по своим правилам и уверены, что законы к ним неприменимы. Манипулятивность. Люди такого типа умеют заставлять других людей делать то, что нужно им. Они могут играть на чувстве вины человека и лгать, чтобы добиться желаемого. Неумение сопереживать. Людям с психопатическим расстройством сложно понять, что чувствуют другие, поэтому они абсолютно безразличны к страданиям даже самых близких. Отсутствие чувства вины. Психопата не волнует, как его поступки влияют на других, они часто оправдывают свое поведение и обвиняют других. Как вы думаете, действительно ли Джефф был психопатом, и преступление Сьюзан было вызвано тем, что она больше не могла выносить его тиранию? Или же права прокурор Келли Сигер, которая считала, что именно Сьюзан манипулирует и притворяется, чтобы убийство сошло ей с рук? Если бы вы хотели, чтобы на нашем канале прозвучали истории, которые могут быть вам интересны, пишите об этом в комментариях.